Рука евнуха касается лица наложницы султана. Стражники хватаются за оружие. По закону гарема обоих должны были убить прямо здесь, без суда. Это гарем Топкапы, время Сулеймана Великолепного, того самого султана, которого сами турки звали Кануни, законодатель. Прикосновение к лицу фаворитки каралось смертью, обоих, на месте без отсрочки. Но в тот день перед Сулейманом стоял не просто нарушитель закона. Перед ним стоял человек, которого он сам когда-то приблизил к себе больше всех. К концу этого видео вы узнаете, что решил Сулейман в ту секунду и почему это решение переворачивает все, что вы думали про османский гарем. Если такие истории задевают вас так же, как меня, подписывайтесь сейчас, чтобы не потерять канал. Обязательно нажимайте на колокольчик. Если вы его не нажмете, вы очень легко потеряете мои видео, даже если вы подпишетесь на этот канал. Дворец Топкапы делился на две половины – женский гарем, мужская эндерун, покои самого султана, его пажей, его личной охраны. Черных евнухов ставили охранять гарем не просто так. Им доверяли то, что не доверяли никому во дворце – жизнь женщин султана. Белые евнухи служили в другой половине рядом с самим Сулейманом ближе всех. Один из них дежурил в тот день у покоя фаворитки. Служил ей годами, носил письма, стоял у дверей, когда она спала, знал каждую ее привычку лучше, чем знали ее родные, которых у нее в Стамбуле не осталось. Такие евнухи в основном попадали во дворец с детьми. Их разлучали с семьей, увозили за тысячи километров, растили внутри стен, из которых почти никто не выходил обратно. Единственной семьей становился гарем, единственной привязанностью та, кого он охранял годами. Черных евнухов везли в основном из Африки. Саму операцию, по свидетельствам путешественников той эпохи, проводили еще до прибытия в империю. На османской земле это запрещал ислам. Проделывали эту операцию копты в Египте, а во дворец мальчики попадали уже готовыми к службе. Со времен глава черных евнухов Казлар-Агас стал одной из самых влиятельных фигур во всем дворце. Он отвечал за гарем, распоряжался огромными доходами благотворительных фондов султана, лично докладывал о делах гарема самому правителю. Формально слуга без семьи и имен. Фактически один из тех немногих, кто мог входить к султану без доклада. Никто не задавал вопросов о его чувствах. Евнух не мужчина в глазах закона гарема. Ему разрешали то, что не разрешали ни одному живому мужчине во дворце, кроме самого султана. В тот день он поправил ей волосы, обычным жестом, каким поправляли их 100 раз до этого. Но в дверях в эту секунду стоял Сулейман. Стражники замерли, а один потянулся к сабле. Закон гарема не знал исключений. Прикосновение мужчины к лицу фаворитки означало одно – она больше не принадлежит султану одному, а значит, оба виновны. Оба должны умереть в эту же минуту, без суда, без права на слово. Историки, изучавшие архивы Топкапы, описывают этот закон одинаково. Гарем охранялся строже любой крепости империи. Ни один чужой мужчина не мог даже увидеть лица наложницы. Нарушение каралось смертью, и это не легенда, это подтвержденная практика двора, задокументированная посланниками других держав, которые годами добивались права хотя бы одним глазом заглянуть за эти стены и не могли. На фоне этой жестокости то, что случилось дальше, звучит почти невозможно. Все, кто был в комнате, молчали. Изразцы на стенах, резные решетки на окнах, обычные покои гарема, каких во дворце были десятки. Ничего в этих стенах не предвещало, что именно здесь решится чья-то жизнь. Наложница не пыталась оправдаться. Евнух не пытался все свалить на нее, хотя мог, свидетелей, кроме стражи, не было. Оба молчали и просто ждали. Сулейман поднял руку. Стража остановилась. Он смотрел на них дольше, чем нужно было для приговора.
Когда я читала эту историю впервые, я не могла понять одного: почему человек, который сам писал законы империи, в эту секунду решил их нарушить? Ответ был не в законе, ответ был в самом Сулеймане. Стамбул знал его как грозного султана, завоевателя, человека, чье слово меняло границы империи за одну военную кампанию. Но за годы до этого дня Сулейман уже один раз сломал закон гарема также демонстративно, на глазах у всего двора. Наложницу по имени Хюррем, захваченную на его землях еще девочкой и привезенную во дворец рабыней, он не просто приблизил к себе, он освободил ее и женился на ней. Мы уже говорили про это в этом видео, можете перейти по ссылке, я оставлю ее в описании к этому видео, либо в закрепленном комментарии, сможете более подробнее с этим ознакомиться. В видео узнаете очень много интересного. По закону ислама жениться на рабыне было нельзя, значит, сначала нужно было дать ей вольную, и Сулейман сделал это открыто, а не тайно. Ни один султан до него не брал в жены бывшую наложницу, ни один после. Послы европейских дворов писали об этом на родину как о немыслимом событии. Правитель половины известного мира женился на женщине, у которой формально не было ни рода, ни титула, ни свободы. В Европе ее потом называли Роксоланой, от места, откуда она была родом. Захватили ее еще девочкой во время одного из набегов на западные земли империи. Настоящее имя, которое она носила до дворца, до нас почти не дошло, только то, каким ее стали звать в гареме. Двор был в шоке, гарем тоже. Хюррем из простой невольницы стала единственной законной женой самого могущественного человека эпохи, и позже сама начала влиять на решения, которые касались всей империи, от назначения визирей до переписки с иностранными правителями. А также мы подробно разбирали ее историю в видео о том, как Хюррем оказалась похоронена заживо. Если еще не смотрели, обязательно найдите его на канале, там есть детали, которые многие не знают даже про финал ее жизни. Ссылочку оставлю также в описании к этому видео. Сулейман уже знал, каково это – хотеть того, чего не позволяет закон. И каково это все равно получить свое вопреки целому двору, вопреки традиции, которой подчинялись все султаны до него. Но у этого же Сулеймана была и другая, куда более темная сторона – Ибрагим Паша. Мы про Ибрагима и Сулеймана снимали кучу видео, на некоторые из них я также оставлю ссылки в описании. Он был его ближайшим другом с юности, великим визирем, вторым человеком империи, тем, кому Сулейман доверял больше, чем родным братьям, которых у него, впрочем, не осталось. Однажды ночью 1536 года его задушили в покоях дворца по прямому приказу самого Сулеймана, за одну лишь тень подозрения в измене, без открытого суда. Один и тот же человек, способный убить ближайшего друга за одну тень сомнения и способный простить евнуха и наложницу, пойманных с поличным по закону, требующему их немедленной смерти. Может быть, поэтому в дверях в тот день он не увидел вины, он увидел то, что когда-то видел в себе само. Он не отдал приказ убить, он сказал стражникам выйти. Дверь закрылись. В комнате остались трое – Сулейман, евнух и наложница, и тишина, в которой любой из них ждал одного и того же слова. Сулейман заговорил не сразу, а когда заговорил, произнес то, чего никто в комнате не ожидал. Отныне они муж и жена. Ни наказание, ни ссылка на другой конец империи, ни тихая казнь под покровом ночи, как часто бывало с неудобными свидетелями во дворце, о которых потом просто переставали спрашивать. Свадьба по прямой воле самого султана. Для гарема это было почти немыслимо. Евнух формально не мог иметь жену в привычном смысле этого слова, но воля султана в Топкапы стояла выше любого прежнего правила, включая те, что писал он сам, теми же руками, которыми только что должен был подписать смертный приговор.
Что случилось с ним дальше, легенда не говорит. Ни имен, ни детей, ни того, где они проживали оставшиеся годы. История сохранила только одну сцену – занесенная сабля, закон, требующий крови, и человек, который в последний момент выбрал не букву собственного закона, а то, что когда-то пережил сам. Мы не знаем, придумал ли двор эту историю позже, чтобы хоть немного смягчить память о самом суровом законе гарема. Мы не знаем, случилось ли это буквально так, как рассказывают, но мы точно знаем, закон о неприкосновенности фаворитки был настоящим, и Сулейман настоящим человеком, уже однажды переступивший через собственные правила ради любви. Соединить эти два реальных факта в одну сцену не такая уж большая натяжка, какой кажется на первый взгляд. Давайте отделим точно то, что знаем, от того, что нам рассказывает легенда. Мы точно знаем, закон о неприкосновенности фаворитки существовал, и нарушителей ждала смерть без суда. Мы точно знаем, Сулейман однажды уже нарушил традицию гарема ради Хюррем, на глазах у всего двора, вопреки мнению визирей и духовенства. Мы точно знаем, что евнухи во дворе годами жили рядом с женщинами, которых охраняли, и становились для них единственной привязанностью за стенами, откуда почти никто не выходил. А вот имена этих двоих, точная дата, дальнейшая судьба – этого легенда не сохранила. Возможно, потому что дворцовые хроники не считали нужным записывать судьбу простого евнуха и безымянной наложницы. Возможно, потому что история родилась позже, как народный пересказ того, каким хотели запомнить Сулеймана, не только грозным, но и способным на милость. Нам почти всегда рассказывают про Сулеймана как про грозного завоевателя, про казни, про войны, про железную дисциплину гарема, которую он поддерживал всю жизнь. Даже в сериалах и фильмах его чаще показывают либо тираном, либо романтическим героем, редко и тем, и другим сразу, каким он, судя по всему, и был на самом деле. Эту сторону предпочитают не показывать. Султан, который однажды пощадил не потому, что того требовал закон, а потому что сам когда-то стоял на месте того, кого судят. Может быть, именно поэтому легенда пережила века. Людям хочется верить, что даже в самом жестоком дворе осталось место для милосердия. Что за фигурой законодателя, завоевателя скрывался человек, способный узнать в чужой любви свою собственную. А что бы сделали вы на месте Сулеймана? Судили бы по закону или потому, что сами когда-то пережили? Напишите в комментариях, мне правда интересно, что вы думаете. Ставьте лайк, если история вас удивила. И не забудьте включить колокольчик, без него уведомления о новых видео просто не придет, и мы с вами потеряемся. Это же видео есть на Рутубе в нашем сообществе ВКонтакте, ссылки в описании, если вам удобнее смотреть там. С вами был канал Великолепная история, я ее ведущая Кира Котова, и я с вами не прощаюсь, а говорю вам пока-пока.